Всем привет, меня зовут София, и я американка. Я очень скучала по вам, привет. Чтобы не терять время, произошло вот что. Я уволилась с работы, продала много своих вещей, и скоро я уезжаю из США. Сюрприз! Я буду в Колумбии сначала 5 месяцев или меньше, а потом не знаю. Вот это та непопулярная новость, о которой я говорила несколько месяцев назад. Этим летом было мало видео на канале, потому что я готовилась к поездке. Делать видео по-английски и с друзьями было легче, но я даже не могла делать это хорошо, потому что я не знаю почему. Я только знаю, что у меня много видеосъемок разных моментов этого лета, и я редактировала 3 из них, не каждый с едой. Окей? Леха, успокойся. Goodness gracious. Но из-за того, что я уезжаю, я теперь чувствую сентиментальность к Орегону, и я хочу показать вам всю красоту штата, по крайней мере, моего города. Я не успела снимать каждое место, но я сделала то, что смогла, и я буду работать на это перед тем, как уезжаю. Я не хочу сегодня говорить о причинах и какой у меня план, это было бы слишком в одном видео, и в данный момент нет времени. Короче, у меня был кризис четверти жизни, и я решила, что я не могу жить в США сейчас. Я это решила в конце мая, а потом все быстро сложилось. Я знала, что мне придется уезжать, но я не знала, куда. Я долго-долго искала подходящую страну, и я не думала о Колумбии до тогда, пока один мой друг, который там живет, рекомендовал мне город Меделлин. Я думала, что это шутка. Но чтобы быть вежливой, я спросила ему пару вопросов. И, к моему удивлению, Меделлин показался идеальным местом, то, что я хотела. Тогда мне надо было сказать друзьям. И я не ожидала такую негативную реакцию. Это трудно для них, они думают, что я потеряла рассудок, но для меня это совсем нормально. Я обычно принимаю серьезные решения по приходу. Эти последние 5 месяцев были очень трудными. Дело не в том, что мне не важны чувства своих друзей. Я знаю, что они меня любят, я очень благодарна, я тоже их люблю, но я никогда не хотела остаться в Орегоне всю жизнь. И 3 года – это самое длинное время, когда я осталась в одном месте с тех пор, как я была маленькой. Когда я хотела учиться в Праге, когда я хотела переезжать в Москву, когда я думала, что была бы хорошая идея переместиться в Портленд. Это не были популярные решения, но все знали, что я такой человек, и я буду делать то, что я думаю, что должна сделать. С июня до сентября я регулярно получала нежелательные комментарии и суждения о решениях моей личной жизни. Я не сомневалась о том, что это правильное решение, но мне стало грустно часто. Но мои друзья только видят мир из их перспективы и думают о том, что они потеряют, и о том, что они способны или не способны. Они забывают, что когда я приехала в Орегон из Москвы, у меня не было работы, денег, друзей, семьи, плана или идеи на то, что будет. Я никогда не была на западе США вообще. У меня не было ничего. Сработало все хорошо. Это то же самое. Но у меня будут друзья, и где жить, и маленький план. Так что можно сказать, что это даже лучше. Было много всяких дел. Мне надо было продать кровать, виолончель, книги и всякую утварь. Я пожертвовала одежду. Я нашла дополнительную работу онлайн и преподавала разговорный английский язык, чтобы накопить денег на поездку. Были дни, когда я работала 12 часов в день, иногда каждый день недели. Я, наконец, уволилась с работы. В субботу, то есть завтра, моя сестра прилетает в Орегон из Огайо, и потом у нас 2 дня, чтобы ездить к родителям в Вайоминг. Это будет наш первый раз, когда мы все вместе, с тех пор, когда моя сестра вышла замуж 2 года назад, и, наверное, это будет наш последний раз надолго. Через неделю я продам машину и улетаю в Меделлин, Колумбию. Там у меня друзья, но нет работы. Пока. У меня будет другое видео о причинах и о своем плане в следующий раз. И также сделаю видео с сестрой, если все успею. Вопрос.
Приходилось ли вам принимать решения, которые не одобрали ваши друзья? И если да, то что вы сделали? И у меня просьба. Конечно, я хочу сказать, что... Окей. Я всегда рада, когда вы пишите в комментарии, и я думаю, что у нас очень добрый коллектив, если можно так сказать, и я все читаю, мне нравится общаться с вами, но этот раз особенно. Если вы знаете какую-то шутку, или вы можете сказать что-то доброе или приятное, я была очень рада, потому что через 2 дня, то есть воскресенье, это будет последний раз, когда я буду с друзьями. Перед тем, как уезжаю, и я уже знаю, что это будет ужасно. Но как для меня это будет очень трудно. И да. Так что, если у вас что-то, которое я могу читать, которое даже ни о чем, просто приятное, я с удовольствием почитаю. Ну все. Спасибо и до встречи.